Друзья, приветствую! Этой зимой у нас даже в середине января снега по-прежнему не слишком много. Буквально неделю назад по лесам можно было вполне комфортно прогуливаться без специального снаряжения, и лишь недавние снегопады немного усложнили задачу. Насколько я помню, минувшие зимы были куда богаче в плане снежного покрова, поэтому 2 года назад, в январе, я был очень удивлен ярко выраженным тропом на прибрежной опушке вдали от человеческих следов. Тщательно протоптанные тропинки вели к ближайшим кустам и пересекались у входа в огромную нору, о хозяине которой я непременно решил разузнать, поэтому установил камеру прямо около зимнего жилища. Долго ждать не пришлось. На следующее же утро в 20-градусный мороз ловушка сработала на появление упитанного бобра, который уже пару минут спустя возвращался с невероятно длинной ивой в зубах. Всего через полчаса уверенной походкой зверь вновь отправился в том же направлении, но почему-то вернулся ни с чем. Однако 3 часа спустя попытка повторилась, и на этот раз добычей стала куда более скромная ветка. Походы продолжались и с приближением рассвета, но день бобр предпочел коротать в убежище, на которое я направил фотоловушку пару дней спустя. Похоже, почуяв неладное, искомый объект не пожелал отправляться дальше. А может, его отпугнул очередной морозный день. Зато в лучах рассветного солнца чужое убежище привлекло внимание лисицы, которая тщательно принюхивалась и прислушивалась, собирая информацию о местных жителях. Но быстро сообразив, что ловить здесь нечего, рыжая хищница спешно удалилась по своим делам. Наконец, гигантский грызун предстал при свете дня. Не обращая никакого внимания на камеру, он занялся привычными делами, и уже через пару минут очередной куст полностью скрылся в глубокой норе. Через полчаса ритуал повторился, и на этом дневные похождения бобра закончились. На следующий день заметно потеплело, и после моего визита странствия зверя возобновились. Раньше я и не подозревал, что бобры проявляют активность на поверхности зимой, а тем более покидают нору в столь сильные морозы. Как оказалось, осенью эти животные делают внушительные запасы, наполняя кладовые ветвями лиственных пород. Трофеи укладываются ниже уровня воды, поэтому они не замерзают и сохраняют первозданный вид до самой весны. Но, похоже, провизия этого любителя древесины закончилась раньше обычного, или ему захотелось насладиться свежими прибрежными ивами, от которых за пару дней остались лишь острые пеньки. А здесь от усердной работы на морде появилась забавная снежная маска, но результат того стоил. Добыча была действительно впечатляющих размеров. Вряд ли она полезла в нору целиком, но ничего не мешало обладателю огромных зубов разделывать свои трофеи прямо у входа, что подтверждает множество мелких веток на тропе, которые также не остаются без внимания. Вооружившись одной из них, грызун отправился на вечернюю разведку. Но температура вновь приближалась к отметке в -20, поэтому странствия длились не больше минуты, и с таким скромным трофеем бобру пришлось возвращаться домой. Конечно, это смешная порция для зверя, чья масса может приближаться к 30 килограммам, поэтому он был вынужден вновь отправиться на мороз. В итоге этот вечер был очень продуктивным. Вполне возможно, грызун освоил новое направление, протоптав путь к еще не скошенным острыми зубами ивам. Аппетиту зверя оставалось только позавидовать, ведь уже днем он снова вышел на промысел. Похоже, заметив фотоловушку, бобр принялся изучать посторонний объект. Благо, морозы немного ослабели, а может, он строил планы на дальнейшую вырубку, хотя вряд ли его слабое зрение позволяло оценить масштабы лесной опушки. Работа вновь закипела, и длинные кустарники порой даже задевали камеру, за сохранность которой я не переживал, ведь ловушка была установлена на молодой сосне.
которая совершенно не представляет для грызунов ценности. Ночью странную тропинку тщательно изучали сразу 2 зайца. Приписываемая им трусость далеко не всегда соответствует действительности, ведь уже много раз эти животные показывали свое любопытство перед камерой. Хотя здесь их заинтересовал знакомый съедобный запах, ведь ивовые ветви – одно из любимых лакомств зайца. Почти неделю бобр не покидал убежище, и за это время местность заметно преобразилась, что вряд ли обрадовало грызуна, ведь все тропы замело. И именно тогда стало понятно, что это вовсе не одиночка, ведь впервые за все время сразу 2 бобра покинули нору. Днем, когда заготовка возобновилась, пара вновь оказалась в поле зрения. Теперь стало понятно, зачем грызун так старательно запасался провизией. К тому же с середины января у бобров начинается брачный сезон, и полные кладовые помогут не только пережить морозы, но и защититься от хищников в важный период. А защищаться здесь было от кого? Ведь помимо лисицы норой активно интересовались собаки. Однако при всем усердии они вряд ли добрались до обитателей жилища, ведь убежище бобров представляет собой сеть тоннелей. К тому же вход туда должен находиться под водой. Однако, судя по видео, бобр не всегда выходил на снег мокрым. Возможно, дело в том, что на зиму уровень воды в пруду сбрасывают, о чем грызун при строительстве убежища вряд ли догадывался. Мою теорию подтверждают и походы за провизией, ведь вполне возможно, что при сбросе воды часть запасов оказалась скована льдами. Но это лишь догадки. В любом случае, после визита собак, а может в связи с накопленными запасами, бобры долгое время не показывались, а затем я убрал фотоловушку, поэтому о дальнейшей судьбе животных мне ничего не известно. Потомство у бобров появляется лишь в середине весны, а добраться до берега по открытой воде у меня тогда не было возможности. В надежде на повторение истории, как прошлой, так и этой зимой я приходил на то же самое место. Но никаких следов жизнедеятельности грызунов уже не было. Вероятно, они покинули берег в поисках лучшего места для жилья. А на этом выпуск подходит к концу, но не за горами свежие лесные новости, поэтому до скорого!